На юге Сибири, вдоль границы с Монголией, раскинулись бескрайние просторы. Здесь горы окрашены в яркие краски, и скалы, рыжие от лишайников, пестреют на фоне темно-синего неба. Низко над землей плывут кипенно-белые облака, гонимые жгучими ветрами. Густые туманы спускаются в долины рек. Множество видов цветковых растений украшают степи и склоны гор. Здесь обитают горный баран Аргали и снежный барс. Это многообразие природы охраняется в Сейлюгемском национальном парке, который организован в 2010 году в Кошакачском районе Республики Алтай. Территория парка состоит из 3 отдельных участков или кластеров. 2 из них, Сейлюгем и Уландрык, расположены в непосредственной близости друг от друга в северной части хребта Сейлюгем. Этот горный массив из системы хребтов юго-восточного Алтая на 130 километров протянулся с запада на восток. Его самые высокие вершины – Саржематы и Сары-Нахойт – достигает высоты 3500 метров над уровнем моря. С запада хребет Сейлюгем отграничивается плоскогорьем Укок, с северо-запада – Южно-Чуйским хребтом, с севера к хребту прилегает Чуйская степь. В верховьях реки Юстыт на востоке Сейлюгем плавно переходит в хребет Чихачева. На юге он граничит с монгольским Алтаем. Климат в районе хребта резко континентальный. Продолжительность безморозного периода составляет всего около 2 месяцев. Среднемесячная температура января опускается ниже минус 30 градусов. Несмотря на суровые природные условия, Сейлюгем является местообитанием многочисленных видов животных. Эти следы на снегу оставила росомаха, довольно крупный хищник из семейства куньих. Ее мощные лапы служат отличными снегоступами, позволяя забираться в самые недоступные места. За пару месяцев росомаха может преодолеть несколько сотен километров. Этот свирепый хищник способен дать отпор волку и даже медведю. Охотясь за добычей, зачастую за старыми и больными копытными, росомаха не брезгует и падалью. Она по праву считается санитаром природы. В мире животных идет непрерывная борьба за выживание. В условиях жесткой межвидовой конкуренции побеждают сильнейшие. Во время весеннего учета копытных сотрудники отдела науки парка обнаружили скелет алтайского горного барана Аргали. Его могли задавить волки, росомаха и даже снежный барс. Со скалы гоняют, вот, на наледь, вот, на льду их берут. Ну, все цело, кстати, и нижняя часть хорошо цело. Из-за старости самец не смог скрыться от преследовавших его хищников. Останки Аргали представляют ценность для исследований биологии этого вида парнокопытных. Высота 3020 метров.
Сливаясь с ландшафтом, над землей парит один из самых крупных дневных хищников – бородач, обитатель высокогорий. Этот редкий вид семейства ястребиных занесен в Международную Красную книгу, а также Красные книги России и Республики Алтай. Пастухи прозвали бородача ягнятником, ошибочно полагая, что эта птица сбрасывает с обрывов овец и ягнят. На самом деле бородач питается главным образом падалью, особенно костным мозгом, для получения которого раскалывает кости, бросая их с высоты на камни и скалы. Сохранение заповедной природы – проблема комплексная. Помимо мероприятий по охране территории, в национальном парке проводятся системные научные исследования, эколого-просветительская работа, развивается познавательный туризм. Предлагаем для вашего внимания 5 маршрутов, которые проходят по кластерам Аргут и по кластерам Сайлюгем-Улан-Удэ. Для выполнения многообразных задач, стоящих перед сотрудниками, необходима слаженная работа всех подразделений парка. Для этого требуется профессионализм и умение работать в команде. Труд работников офиса – важное звено в этой работе. Сплоченный коллектив Сайлюгемского парка успешно справляется с возложенной на него миссией – охраной и восстановлением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также среды их обитания. Одним из таких видов, занесенных в Красные книги России и Республики Алтай, является алтайский горный баран аргали. На территории хребта Сайлюгем сосредоточена его крупнейшая на Алтае группировка. Специалисты отдела науки и сами местные жители уже отмечают увеличение численности аргали с момента создания здесь национального парка. Алтайский горный баран – крупнейший представитель архаров. В 1773 году известный натуралист Петр Симон Паллас писал: «Так называемые каменные бараны водятся только на высочайших и неприступных скалах и никогда не подходят к населенным странам». Аргали обитают на высоте от 2 до 3,5 тысяч метров над уровнем моря на выровненных участках рельефа, по соседству с крутыми склонами, со скалами и осыпами, куда уходят при опасности. Как и на участке национального парка Аргут, наблюдения за миром животных в Сайлюгеме и на прилегающих территориях осуществляются с помощью камер фото- и видеофиксации. Фотоловушки позволяют эффективно вести мониторинг численности и миграции самых разных видов, в том числе и снежного барса. Под камнем
Ну, вот здесь вот барс постоянно переходит, то есть вот с этого гребня, ну, сюда вот противоположно в камни, сюда, здесь охотятся, здесь постоянно козероги стоят. С их помощью идентифицируются отдельные особи. Видеофиксация помогает изучению поведения животных. О, ночной снимок. Вроде самец большой, взрослый. Ну, я сейчас пойду по гребню в ту сторону пройду, потому что барс прошел сверху вниз. Схожу, посмотрю, откуда он пришел. Фотоловушки также используются для контроля посещений той или иной территории людьми, браконьерами, туристами и для оценки антропогенного воздействия. По данным комплексных исследований последних лет, благодаря охранным мероприятиям численность снежного барса в Горном Алтае растет. Так, самки с котятами зафиксированы камерами в кластере Сайлюгем национального парка, а также на хребте Чихачева и в природном парке Акчолушпа. Безусловно, фотоловушки дают бесценную информацию о животных. Но заметить на большом расстоянии, выследить и собственноручно запечатлеть редкую птицу или зверя – мечта любого фотографа-натуралиста. Нынешней весной в Сайлюгемском национальном парке на высоте 2600 метров над уровнем моря съемочной группе удалось снять снежного барса. Этот осторожный зверь ведет скрытный образ жизни, и очень немногим удается увидеть его в дикой природе. На одном из притоков реки Саржематы в кластере Сайлюгем научным сотрудником Алексеем Кужлековым были обнаружены свежие следы ирбиса. Прошел барс, не знаю какая, молодая, молодая. Здесь вот отчетливо видно 4 пальца, то есть, ну, и пятка у него такая более. Там в одном месте хорошо видно отпечаток такой. После неудачной охоты на горных козлов барс двигался через перевал в верховье реки Каланигир. Под перевалом на высоте около 3000 метров находился палаточный лагерь съемочной группы. Специалист по туризму Валерий Аргунов увидел в бинокль движущуюся по склону точку на расстоянии около 8 километров. Группа немедленно последовала за животным, используя горный рельеф таким образом, чтобы ирбис, а это был он, не мог заметить людей. Барс активно перемещался вдоль открытого участка склона, почти сливаясь с землей. Но я давча Бога просил, духов. Подойти к нему ближе было невозможно, так как зверь увидел бы оператора. Крупный самец направлялся к большому горному утесу и через некоторое время скрылся в скалах. Съемка снежного барса – большая удача, так как ирбис обычно первым обнаруживает человека. Для достижения цели нужно хорошо знать повадки животных, горы и звериные тропы, как Валерий Аргунов, обнаруживший барса. Местный житель, он зорок, наблюдателен и трепетно относится к природе. Следуя традициям предков, Валерий совершает обряд благодарности духам гор. Я попросил, чтобы дух наших гор, чтобы проводили барса и пришли к нам. Ну так и получилось. Вчера пошли. В заповедниках и национальных парках охраняются не только редкие и исчезающие виды животных, а все многообразие фауны.
конце весны из зимней спячки выходят серый сурок и длиннохвостый суслик. В Сайлюгеме и Уландрыке этих ярких представителей отряда грызунов можно встретить повсюду. Сурки обитают на участках горной степи и подножий хребтов с пологими склонами. Большую часть жизни эти зверьки проводят в норах разного назначения. Сурки зимуют и выводят потомство в длинных, со сложной системой ходов жилых норах. У них имеются и временные неглубокие укрытия с одним входом-выходом. Как и сурки, длиннохвостые суслики – дневные животные. Их активность начинается после восхода солнца. Они очень подвижны и порой удаляются от своих нор на сотни метров. Бегущий суслик легко перепрыгивает некрупные камни, впадины и кустарники. Его длинный хвост служит балансиром. Суслик сторожевой предупреждает собратьев об опасности. Однако избежать ее очень непросто, когда вокруг столько голодных хищников. Степной орел, черный коршун, махноногий курганник, беркут, балобан и другие хищные птицы населяют просторы Сайлюгема и Уландрыка. Большинство из них занесены в Красную книгу. В верховьях реки Уландрык орнитологи обнаружили гнездо беркута с 2 птенцами. Самый крупный из орлов, беркут, строит гнезда из толстых сучьев на труднодоступных уступах скал или на высоких мощных деревьях. В подстилке гнезда зеленые ветки, шерсть и перья добытых птиц. Птенцы сидят в гнезде около 10 недель. Родители кормят их в основном грызунами и птицами. Беркут с давних времен был частью культуры народов Алтая и использовался охотниками в качестве ловчей птицы. 2 других юных хищника, птенцы черного коршуна, сидят в гнезде в ожидании матери. В отличие от беркута, черный коршун – одна из наиболее распространенных на Алтае дневных хищных птиц. А это птенцы махноногого курганника, обитателя предгорных степей и широких горных долин с выходами скал. Мать принесла им свежедобытого суслика. Она помогает неуклюжим отпрыскам справиться с добычей.
Тот, что сильнее и проворнее, оттесняет брата и выхватывает куски покрупнее. Родителям придется потрудиться, чтобы все были сыты. Лучше всего этим представителям семейства ястребиных удается охота на мелких грызунов, которых они зорко высматривают в парящем полете. Хребет Сайлюгем, что в переводе с алтайского означает «каменистый ручей», знаменит не только богатой флорой и фауной, но и необычайно живописными ландшафтами. Здесь высокогорные степи и тундры соседствуют с крутолобыми горными массивами. Их прорезают чистые прозрачные реки с широкими поймами и каменистыми руслами. Речная система хребта в кластерах Сайлюгем и Уландрык представлена малыми реками бассейна реки Чуи, среди которых Саржематы, Баян-Чаган, Тархата, Карасу, Усай и Уландрык. Все они имеют снеговой тип питания и зимой перемерзают до дна. Баян-Чаган – 17-километровый приток реки Чаган-Бургазы. Берет начало на границе с Монголией. Он течет по горным ущельям, переходя в долину, окаймленную высокими надпойменными террасами. Здесь не встретишь ни одного дерева на протяжении многих километров. Долина реки Саржематы богата цветущим разнотравьем. Зизифора пахучковидная, курильский чай, астра альпийская, горячавник бородатый, гониалимон красивый радуют глаз. Легендарный Эдельвейс Константин Паустовский назвал маленькой звездой, закутанной в белый мох, чтобы не замерзнуть от прикосновения льдов. Это растение, как и многие другие местные виды, используется в народной медицине. Важно помнить, что почвы высокогорных степей и тундр очень уязвимы, поэтому в национальном парке можно ездить на автотранспорте только по дорогам и не оставлять следов на нетронутой степной целине. Сайлюгемский национальный парк – динамично развивающаяся природная территория. Впереди у него большое будущее.
Но зависит оно от каждого из нас, от знающих свое дело сотрудников парка, от местных животноводов и чиновников, от детей, растущих на этой земле, от туристов, число которых в Кошагачском районе ежегодно растет. Только общими усилиями мы сохраним этот удивительный край степей и гор на юге Горного Алтая.